Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, потому что мы будем говорить о бусинах. Мы начинаем серию роликов, в которых я покажу вам, какие бывают бусины, какие можно делать с ними украшения. И начнем мы с вами с чешских бусин. Прямо сейчас первые попавшиеся и посмотрим. Это бусины, которые называются Infinity. Посмотрите, бусины Infinity, это бусины чешского производства, они выглядят вот так. Такой получается как будто бы значок бесконечности, здесь два отверстия. Сбоку эти бусинки выглядят вот таким вот образом. Посмотрите, какие классные можно сделать с ними украшения. Раз, два. Дальше у нас бусины Trinity, они очень похожи на Infinity, но отличаются одной важной деталью. Отверстий там 3, поэтому они так и называются Trinity. Троица. Раз, два. Посмотрите, какие классные, интересные украшения можно с ними сделать. Поскольку здесь 3 отверстия, можно плести с бисером, с кристаллами, использовать их в очень сложных и геометрических конструкциях. Следующий вид бусин Checkmates Crescent. Полумесяц. Это полумесяц с 2 отверстиями. Посмотрите, какие эти бусины интересные. Их тоже можно использовать в плетении. Ну, например, раз, два. Классно, красиво, очень геометричные получаются с ними украшения. Кстати, вы же понимаете, что все бусины, которые я вам показываю, можно купить у нас в интернет-магазине greenbird.ru. Мы отправляем заказы по всему свету, а ссылку на все бусины, которые я показываю в этом ролике, вы найдете в описании под этим видео. Следующий вид бусины традиционно идут в паре. Это Arcos by Puka и Minus by Puka, или просто Arcos и Minus. Arcos это такие бусины в виде арки, а Minus это бусины в виде бочонка. Но замечательно они тем, что бочонок идеально встраивается вот в эту арку и с другой стороны идеально закрывается. Можно плести самые разные интересные украшения с помощью этих бусин, ну, например, как-то вот так. У бусин Arcos 3 отверстия, а у Minus 1. Самые разные и классные украшения можно с ними сделать. Ну, например, раз, два. Дальше бусины Melon. Melon Round 3 мм. Это 3-миллиметровые бусины в виде дыни. Они такие, как будто бы разрезанные, посмотрите. Круглые, но при этом ребристые. Маленькие мини-дыньки. Их можно использовать, ну, например, вот так. Или просто нанизать на нитку через бисеринку, например, через золотую, может быть, через кристаллы Сваровски, или чередовать их с жемчугом и сделать классное украшение. В общем, бусины Melon 3 мм очень здорово сочетаются со всеми остальными материалами и с разными другими бусинами. Они хороши, если вы устали просто от круглых бусин и хотите добавить какой-то геометрии, чего-то более интересного в ваше изделие. Присмотритесь. Дальше у нас бусины в виде сот. Посмотрите, какие прикольные. Бусины называются Honeycomb и Honeycomb Jewels. Бусины соты плоские, а Honeycomb Jewels, видите, такие с одной стороны граненые. Очень много разных интересных украшений можно сделать с ними. Например, 1, 2. В этих бусинах 2 параллельных отверстия, и это помогает сделать очень много разных интересных геометрических хитросплетений, переплетений, бисера, бусин, кристаллов. В общем, очень интересные бусинки. Дальше у нас бусины пирамида Cheops в виде треугольничка. Посмотрите, очень интересные треугольные бусины с 2 отверстиями. Их можно складывать в очень интересные рисунки. Посмотрите, они очень идеально с друг другом вот так вот сочетаются. Можно делать разные всякие ромашки, геометрические штучки. И благодаря тому, что здесь 2 отверстия, можно плести их разными способами. Ну, например, как вот здесь, в этом украшении. Красиво же, правда? Дальше у нас бусины под названием Pinch. Pinch это такой как бы щипок. Это бусина приплюснутая с 3 сторон. Видите, как будто бы ее вот так вот раз и прищипнули. Они похожи или на рисинки, или на гречку, и очень классно смотрятся в бисерном плетении. Ну, например, вот, посмотрите, классно же, правда? Следующие бусины, которые мы будем рассматривать, это бусины Kite, или, если сказать по-русски, воздушный змей. Эти бусины тоже очень геометричные, и с ними можно сделать, смотрите, вот такую вот ромашку. Просто сложив эти бусины рядом и пройдясь по отверстиям, можно сделать вот такую ромашку. У этих бусин 2 отверстия, которые идут с одной боковой стороны на другую.
Ну и посмотрите, какую красоту можно с ними сделать. Раз, два. Следующий вид бусин – бусины чили. Чешские бусины чили, они так называются, потому что они очень похожи на перчик чили. Посмотрите, действительно, очень-очень похожи. У этих бусин два отверстия, и это делает их идеальным для всяких бисерных плетеных украшений. Ну, например, вот таких. Дальше очень красивые, интересные бусинки называются teardrop. Слеза. Капля-слеза. Посмотрите, действительно, они очень похожи на капельки на слезки. И очень красивый матовый металлизированный цвет, блестящий, придает им дополнительный шарм. У этих бусин одно отверстие ближе к верхней узкой части. Посмотрите на картинке пример, как они смотрятся в украшении. И закончим мы наш обзор бусинами, которые называются Peep Bead. Бусина Peep. Посмотрите, как она выглядит. Такая тоже как бы капелька. Но если будем сравнивать их с предыдущими капельками, то более маленькая, более аккуратненькая, более зауженная. И здесь тоже одно отверстие, тоже в верхней части бусины. И в украшениях они тоже смотрятся очень здорово и очень интересно. Посмотрите. Раз, два. Обязательно поставьте нам лайк и напишите комментарий, если вам нравится такой вид роликов, если вам нравится такой обзор, мы будем продолжать и показывать вам, какие еще бывают бусины, что продается у нас в интернет-магазине Greenbird и как это можно использовать. В общем, пишите комментарии, расскажите, какие бусины понравились вам больше всего. Пока-пока!